Да, за игрушками Синукай ты должен ходить и выполнять квесты. Вот типа такой дрочильный, короче. Да, и чтобы там это коллекционка была бы с накладными сиськами. Garden of the Sea is a VR game about truly belonging somewhere, about creating a home with your own hands and about exploring and connecting with the world around you. Чувак с никнеймом стример, я, конечно, понимаю, что ты там что-то ратуешь за что-то, но можно я сам выберу, где мне покупать Киберпанк? Хорошо, спасибо. Очень приятно, что ты так беспокоишься за разработчиков, но как-то я выберу платформу, где мне будет удобнее играть, а не где разработчикам. Охренеть теперь, я еще должен о них думать, ничего себе. Да, это VR-конфа на этой. Типа я вообще никогда не понимал этого. С какой это стати я должен думать о том, что сколько разработчики заработают. Куплю там, где хочу. Захочу на PS4, потому что мне там будет удобно. Куплю на PS4 и все. Вообще охренеть теперь. Какая мне разница? Я потребитель, я плачу за контент. Мне насрать вообще. Сколько денег кому там уходит, какая разница. Я вижу цену, мне нравится, я покупаю. Там, где мне удобно. Все, я считаю, больше ты вообще ничего не обязан делать. Привет, Юзеркорпс. Да, PC Gaming Show в 20. Это тоже твоя, это твое право. Хочешь, качай с торрентов, как бы. Вообще, как по барабану. Спасибо, я не нуждаюсь в экономии 600 рублей. Я покупаю игры там, где мне удобнее в них играть. Даже если не стоят дорого. VR на свитче? Да ничего, живет. Там Nintendo Labo VR, это пара игр, короче. Ваша задача обнаружить хим-контейнер. Почему бунт против Гога? Ну, блин, в смысле? Я говорю, мне без разницы. Покупаю там, где удобнее. Мафию 2 купил на Гоге, потому что она там была дешевле. Существенно дешевле. Я и так куплю набор героев за 379, а? Чувак, я на консолях переплачиваю по 2К за игры, а ты мне говоришь. Знаешь, за сколько я за DMC 5 купил? Лучше тебе не знать. Или резик второй. Гонок на дронах VR. Неизвестно, где находится хим-контейнер. Розовый слоник. Посмотри Mario Kart VR, и ты поймешь, что это полный кал. Полный кал. Это просто реально отстой. За сколько? За 4К, конечно. Ну, например, мне не улыбается. Мне не нравится, допустим, беседовский ланчер, поэтому я его удалил нахрен вместе с Fallout 76. Но еще и удаляться хотел очень долго. Зельду я получил бесплатно от Nintendo. Шах и мат. Вы обнаружили хим-контейнер. Захватите его. Запускаю дрон. Враг замечен! Потому что ты непопулярный стример на видик. Сорян за минусушину, я уже заколебался регулировать звук в этой конфе. О, привет, Алина. Это что, черное зеркало?
Maybe this time I will get it right. Maybe this time I will fix you. It looks amazing, but what are you going to do to that pig? Anyway, thanks Hammerhead for that one. In fact, we're nearing the home stretch now, so it's time to start throwing some more mega О, ничего себе, там PC. Жив один Может, мы оперативник. забьем на VR и 10 минут просто потупим на PC Gaming Show, там еще какие-то опросики, Команда ликвидирована. где лучше взять Айзека, там где тебе удобно. Нет, не буду переводить. The original inspiration for Aspire actually came from Upload VR's presence. Да я уже устал от этого. VR, и ехал VR через VR. Aren't there any realistic Сколько stealth можно? games? Не знаю, короче, что-то за опросики про Darkest Dungeon. В Darkest Dungeon какой босс пытается убить тебя, slow boil, не знаю, что такое boil, ну, короче, все голосуют за Хэга. Ой, все. Ладно, короче, что не является статус-эффектом в Darkest Dungeon 2016 года. Нет, это было VR-шоу, PC Gaming Show, но сейчас буду, видишь, Epic Games Store там. Ну, прикольно, кстати, если Darkest Dungeon 2 покажут какой-нибудь. Мне нравится Darkest Dungeon, прикольно. Я бы его вторую часть поиграл. Да вы можете хэштег не писать, что вам Укрепляйте хэштег позиции. писать, нам Обеспечьте надо охрану идти сюда. объекта. Вот сюда, ты 4 PC геймер. Ставлю двоевикать. Разведбот врага нашел Может, хим-контейнер. там идти. Использую двойника. О, главный персонаж серии Ведьмак. Я голосую за Гуилермо. Заблокировал дверь! Капкан на месте, осторожно! Остается А, 10 вы уже? Ну, секунд. я не шаю. Тогда тем лучше. 10 секунд. Противник обнаружил хим-контейнер. Герард, конечно же, конечно. О, пацаны, я все понял. Это, между прочим, вопрос про Ведьмака. Значит, Ведьмак 3 на Switch confirmed. Бэм! Тетки уже, да. Ой, опять вопрос про Ведьмака. Все, точно. А, это какой второй меч у Геральта какой. Без даты выхода. Ведьмак 4 эксклюзивно на свече. Бэм! Хотелки на директ? Да никаких хотелок у меня нет. Мне надо, чтобы было как можно еще больше игр, еще больше было игр, анонсов. Не знаю, любых Nintendo анонсов нормальных с Nintendo IP. Блин, ну так, кстати, между прочим, они топово сделали. Почему другие так не сделали? Блин, круто же. Народ сидит, развлекается, зато пишет печат. И вообще гениально. Просто гениально. Мне кажется, это самая лучшая тема вообще. Винт на свече. Задание выполнено. Противник устранен. Что такое дикая охота в вселенной Ведьмак 3? А мне видеокарта 1060. Марио Battle Royale, скорее Splatoon Battle Royale. У него как раз поддержка закончится в июле.
И будет экспеншн Splatoon Battle Royale. С лутбоксами, все как надо. Вот это будет, да. А, Ведьмака добавят в новый Mario Kart. И Super Smash Bros. С Киану Ривзом тоже нравится. Ваша задача — обнаружить контейнер. Про Ведьмака на карте? А, по-моему, уже был такой. О, World of Warcraft. Значит, World of Warcraft на Switch конфирм. Да, в Mario Kart должен быть Геральт на плотве. Блин, представил, как Геральт на плотве катает в Марио Карте, там какая-нибудь звездочка, и он весь такой радужный. Ну, Начало 5 секунд. блин, это было просто... Это было просто топ вообще. Или какой-нибудь гриб там с ускорением. Давакина на драконе. Жалко, да, Nintendo в Mario Kart тоже пускает только японских персонажей, конечно. Давакина на драконе я бы тоже представил. Блин, нужен, короче, просто этот какой-нибудь... Блин, почему беседка так? Нужно было сделать беседка карт. Представляете, как было бы круто? Смотрите, какой набор. Смотрите, какой набор беседка карты. Давакин на драконе. Думгай на какой-нибудь херне. Бласковиц из Multistreaming там. Какой-нибудь хрен из Рейджа. У них же там нормально так. И беседка карт была вообще идеально. И они бы катали там. Да, Fallout Guy какой-нибудь там. Да, Думгай на киберде. Или на кака-демоне, он же летает как раз такой, и он кругленький такой. Все, видимо, боятся обосраться просто с этими картами, потому что он Team Sonic Racing полное фуфло, хотя мне на YouTube все еще до сих пор доказывают обратно. Один враг еще жив. Ну, блин, я не знаю, если бы вот крупный издатель бы, мне кажется, могли бы сделать. Мне кажется, это бы взлетело бы только на рофлах вообще. Вот реально бы взлетело бы только на рофлах. Ну, какой-нибудь беседки бы точно взлетело. Я туда бы еще кинул гостевых персонажей позвали, как раз типа Ведьмака. В смысле, японцы зайдут. На Final Fantasy Kart, блин, скорее Клауда в Mario Kart добавят. Я все жду, когда Nintendo скажет, что теперь Mario Kart будет называться Nintendo картом, и они туда будут Super Smash Bros. Всех добавлять. Соника возьмут, Мегамена там, Клауда. Воу, ничего себе PC Gaming Show, что творишь? Не, в Mario Kart почти нет левых персонажей. Там пока только нинтендовские и очень немного. А, японцы на стрём запишут секретный страдопы записывают. Готов отдать эту идею бесплатно. Укрепляйте позиции. Обеспечьте охрану объекта. Ой, это был совсем не прикольный аналог Smash. Это был просто настолько была копирка. Тухлая. Противнику удалось обнаружить контейнер. Уже жду коммента обосрамса с метро Exodus в Epic Store. Они же говорили, что будет год эксклюзивен на пеке в Epic Store метро Exodus. А тут оп! И у Microsoft. Остается 10 секунд. Вот это обосрамс. Есть 5 секунд. Не дайте врагу добраться до объекта. Да, и за бакс, да.
Блин, представляю, у меня бы жопа сгорела, если бы я Metro Exodus купил бы в Epic Game Store, а потом бы увидел в геймпассе за бакс, ну, типа, сколько прошло-то буквально, несколько месяцев? Блин, у меня бы сгорела жопа, реально, просто бы сгорела жопа. Блин, Мидбой 2 жду уже больше года, уже вся хотелка перегорела. Его еще везде должны были заносить, даже на свече. В смысле, должен быть. Да, Мидбой 2. Подарок. Мидбой 2 заанонсили еще хер знает когда. Пару лет назад. Его сначала хотели выпустить в апреле 18-го, я помню. А потом перенесли, потом опять перенесли, потом опять перенесли. Крепкий пацан. Но он везде выйдет там. В общем, он везде. На мобил. Не говори гоп. Может, это будет хороший вариант. У вас все, что на мобилке выходит, все испортили. Давай, Арчер, поехали. Ну что, сейчас мы как пека эксклюзивами-то обмажемся. Ух! Ух. Провал. Группа устранена. Да, экзами Epic Game Store. Да. Заживем. Сталкер 2. А мне пофиг, если честно, на Сталкер, так что. Готовьте свои форхеды. Бог могут про свой ланч. Ну, это будет интересно, кстати. Если Гог про свой ланч расскажет. Подготовьтесь к обороне хим-контейнера. Уже 30 секунд до веселья. Да, инди будет просто море, я уверен. Колючка на месте. Да ладно, тебе раздел слипер был на VR. Конфел, вот это был раздел слипер. Бот врага нашел А хим-контейнер. здесь еще надо. Магазин. Еще 10 секунд. Бади из Ready. Осталось 5 секунд. Ух, понеслось. Противник обнаружил хим-контейнер. This is the PC Gaming Show, Whoa! a celebration of the most vibrant gaming platform. For the next 2 hours, you'll see all new gameplay footage, trailers, and interviews. Он сказал 2 Taking the часа. stage today are Хрена себе. first gameplay footage for Vampire the Masquerade, Bloodlines 2, Borderlands 3, the reveal of Evil Genius 2, Starmancer, Last Oasis, 2 new games from Coffee Stain Studios, Чё? Griftlands, Planet Zoo. What's next for Terraria? Террария? Remnant from the Ashes. Какой-то Mosaic, апдейт для Террарии выйдет очевидно. Warframe, Или может наконец-то нам про Террарию 2 Baldur's скажут? Gate 3, Shenmue 3, the reveal Shenmue of 3, Iron ничего себе. Sword 2, Eiko, Age of Wonders, Planetfall, and more. And now your PC Gaming Show hosts, Day 9 and Frankie Ward. Ну давайте посмотрим. Good morning, good morning.
Yes! Yes! Ladies and gentlemen, welcome to the PC Gaming Show! Начинается. Yes! We're so happy you're here today. We have a great show for you lined up. We got 30 games that we're going to be showing off. 30! Some of them will be updates to existing franchises and titles. Others will be exclusive. Yes. World first looks. Y'all ready? Well, I first want to thank our sponsors for helping make this event possible. Without their support, this event would not happen each year. So thank you so much. Thanks to you for coming out. It's 10 a.m. in Los Angeles. Happy Monday, everyone. Best day of the week. Hello to all of you up in the balcony. And of course, thanks to you tuning in live from all over the internet, YouTube, Twitch, Twitter, Facebook, wherever you're tuning in from, welcome. We're happy to have you. My name is Day9. I'm one of your hosts for this event. Joining me is the fantastic Frankie Ward. Fantastic PC gaming show. Yeah. Now, for you guys at home, for the first time, whatever platform you're watching on, we are going to be pulling your clever comments. Just remember that. I said clever comments. From Twitch, Twitter, YouTube, and Facebook throughout the show, making you famous. Да у них 2 часа будет идти эта конфа, они сейчас тех показывают игры еще. Привет, Фангей. The Borderlands 3 team to the developers. That's right. Midway through this show, I'm going to Borderlands 3 questions. director of Borderlands 3. Use hashtag PC Gaming Show, and we'll read them live. Until then, let's start the PC Gaming Show with our very first title from UK developer Rebellion. Several years ago, they announced that they were working on the follow-up to Evil Genius, a real-time evil layer simulator. Блин, если честно, ничего не жду. Rebellion is ready to reveal its nefarious vision for the project. So, PC Gaming Show. One ping. Один оперативник жив. One pick. He's gone. Всего 10 секунд. Чего чисто. One more. Любой 2 выйдет везде. Если его дату релиза наконец скажут. One more. Nice. Воу, вот эксклюзив. Ничего себе. Нет, не видел. Что это вообще? Twitch стример? Я не в курсе, чуваки, я очень мало смотрю зарубежный Twitch стример. На самом деле, большинство из того, что здесь показывают, вполне может выйти на свитче, потому что сейчас на свитче выходит почти все инди, которое выходит на пеке. Вот это ловушка. Кросскод? Не знаю, может быть. World Domination. Win Closed Beta Access. О, можно это Beta Access выиграть. Прикольно. В Steam, кстати. Жесть, какой высоченный. Подготовьтесь к обороне хим-контейнера. А, это Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Так, что прям покажут это? Ну, я не хайпую по этой игре, потому что я первую часть не играл, но многим нравится. Guess I have to be the one to tell you. You're dead. Ставлю двойника. Осталось 10 секунд. Разведбот врага нашел хим-контейнер. Осталось 5 секунд. Про альфа-геймплей. Разведбот противника обнаружил контейнер. Блин, она наверняка должна быть мультиплатформой. Как бы, ну...
Слишком много бас-буста, да? Welcome to the first day of the rest of your death. Having fun yet? В первом квартале 2020-го? Нормально. Нормально. Guys, what does it mean to be a vampire in this world? So in Empire, what it is, it's kind of a darker version. Нет, киберпанка не было. Да вряд ли он тут будет. Я не думаю. Геймплей, кстати, ну тебе же показали альфа-геймплей, камон. Камон. Staying hidden in the shadows while also needing to feed on human beings and kind of manipulating us in order to get blood. We're talking about feeding on human beings. Не, не играл в первых вампиров, поэтому я говорю, я не хайпую по этой игре. It's not just a case though of sucking blood and filling up your health meter, is it? Actually, different types of blood do different things. That's right. So we have the Будет что-то от Sony, которых нет на выставке, да? Vampires can kind of like see the emotional resonance of human beings. Ну-ну. Like fear or desire. Час ночи будет какая-то конфа от AMD. Feed on those people to like Сразу после Ubisoft. В смысле ивент. E3. And there were some really interesting characters in that trailer as well. What kind of relationships are we going to be forming with them as the player? Well, very fragile, very. Можно ссылку на пруф Sony в час ночи? Relationships, so it's going to be a fun time. And one thing that was really intriguing to me when I was learning Спин-офф about вампиров до свеча и пеки, это я в курсе. Нет, Нет, но Ассасина не жду, но посмеюсь, если его анонсируют. Мне кажется, AMD могут показать, потому что PlayStation 5, она, по-моему, тоже на AMD, поэтому они могут что-нибудь показать про железо. Можно пруф на информацию про Sony? Какой-нибудь State of Play, я не знаю, но просто я мониторю новостные ресурсы и ничего не видел про это. Поэтому есть мнение, что это какой-то фейк про Sony. Я думаю, что если бы реально что-то было от Sony, то сейчас бы там весь интернет бы разорвал. Попытки не дайте врагу захватить хим-контейнер. Не, ну вон даже написано про альфа-геймплей футаж, ну то есть... Вон тебе геймплей вампиров, смотри, как они выглядят. Секретная конфа от Sony, на которой ничего не будет. Только очередной трейлер Last of Us 2, без даты релиза. И 50 VR-игр. Включая Iron Man VR. Всего 10 секунд. Один враг еще жив. Всего 5 секунд. Ну, а битва в прошлый раз было очень много. Но вроде как чуваки говорят, что будут все равно ходить некоторые на пас. Потому что он висит 8К 120 FPS SSD. Ну, конечно, я жду конференции от Nintendo. Только это будет не конференция, а директ. Но все равно нам нужно будет время скоротать до конференции Square Enix, поэтому посмотрим AMD, что проблема. Не, я на пассе не буду в ближайшие несколько дней, так что... В ближайшие несколько воскресений, так что я только в июле, наверное, буду ходить. Nintendo Директы? О, Chucklefish, они прикольные издатели. С 11-го года, что ли, или с 12-го. Про Nintendo не слили вообще ничего. С чего ты это взял вообще? Определите, где хим-контейнер. Привет, студент. Нет никаких ссылок на слив Nintendo, никаких вообще. В этот раз не слили вообще ничего. Единственный слух про то, что будет у Nintendo, это Ведьмак 3 только на Switch. Поздравляю. Команде удалось найти хим-контейнер. Что опять какой-то Stardew Valley. До начала 10 секунд. 5 секунд. Может быть, ничего и не будет.
Идите к точке, где находится объект. Ну я же вначале рассказывал про это. На чувака там не чувак, который сливал Nintendo. Там есть чувак, который писал в Твиттере сливы от Намка, вот он все слил, я так понял. Игру от From Software тоже он слил. Еще там что-то он слил. А вчера он написал, когда у него стали спрашивать про Nintendo, он написал, что юристы Nintendo ему прислали письмо, в котором написано, что не знают его имя, фамилию и все про него, и рекомендуют ему не сливать ничего, что имеет отношение к Nintendo. И он сказал хорошо, и все. Я заряжу! Нет, новую консоль от Nintendo не покажут. Они уже говорили, что полного железа на E3 не будет. А, до этого сливы про Nintendo делал. Ну, тем более. Ну, типа, и он сказал, что действительно все так. Поэтому про Nintendo ничего не это. Ну, никаких сливов нет, кроме вот намека на Ведьмак 3 на Switch. Well, we've always been really close with Tripwire, and we really respect their games. We see them as one of the few studios that's bringing true innovation to the FPS genre, and that's what we're all about. Я не знаю, что такое Чувауги 1 вообще, ну ладно. Меняй магазин. Да, конечно, против весь интерес. Я вообще не понимаю людей, которые сливают. Ну, насколько нужно быть отбитыми ретардами? Один враг еще жив. Охраняйте контейнер. А, симулятор фехтования. Противник. Устранить угрозу. Победа. Противник нейтрализован. Во-первых, юристы запугивают публичных людей на совершенно, я думаю, законном основании. Потому что те, кто сливают, они явно подписывают всякие договоры NDA, неразглашения, иначе откуда они знают инфу. А если ты подписываешь такой договор, а потом сливаешь, то ты по дефолту не прав. Вот и все. Ну, окей, ладно, я не знаю, что это за игра, ну, окей. Господи, опять кровище. Oh, talk to me about Chivalry 2. К обороне. Враг не должен обнаружить хим-контейнер. Bringing players into their favorite medieval movie battle scene. Our flagship game mode team objective does that by having players complete medieval objectives like sieging castles, raiding villages. Разведбот врага нашел хим-контейнер. And you're not just going and standing in an area and then a bar fills up. You're, like you said, burning houses. Тру-расчлененка, да. Мы в Виаге видели тоже тру-расчлененку. It's really about letting the player experience every iconic moment of the era. У вас 10 секунд. This time around, we've increased the player count scale to Я жду террарию больше всего. 5 секунд. 64 players. And on top of that increased Не дайте врагу добраться до объекта. really allows us to add a lot of drama to the game. Что-то крутое? Ну, на мой взгляд, нет. Но на взгляд чата Vampire Masquerade Bloodlines 2 показали. С примерным релизом в первом квартале 2020-го. Господи, Вика Зеро, это так... Nintendo сказали, что не будут анонсировать новую железную консоль. Геймплей вампиров, да. It's very, very fluid. Почему в марте Маскарад? Они же написали первый квартал. You know, the pace is so much quicker. It was what I really enjoy when I'm playing. Yeah, and I wanted to ask about the fluidity because in a lot of melee combat games, you hit a button and there's like a full animation swing and then you sort of reset. So it's kind of these. Все жду, когда выйдет еще кто-нибудь из Epic Games Store. Chivalry 2, the swordplay operates differently than that. Yeah, we kind of think of it like when you're swimming, where you're kind of constantly using both arms at the same time. And a core Март входит в первый квартал, да, но нельзя же говорить, что игра выйдет в марте, может, в январе выйдет. Exactly, because that's fundamentally part of the becoming the ultimate warrior fantasy and achieving glory on the battlefield.
Well, I mean, I do have to ask. You're talking about swordplay and mastery, but the original chivalry. Вряд ли они будут что-то говорить про Террарию на Switch, на PC Gaming Show. Иначе бы шоу не называлось PC Gaming, скорее в Nintendo Direct. Masterpass 2 and we love that. At least half. Yeah, that's an important metric to track. And the game has a huge influence from Monty Python as well. Я тоже надеюсь на какие-нибудь новые игры на Switch, потому что не так известно много всего. Скорее всего, я думаю, нам еще скажут дату релиза Зельды, дату релиза Luigi Mansion. Возможно, они около всего. When can people get their hands on Chivalry 2? Chivalry 2 is coming out early 2020, and it's coming. Да, главное, чтобы было как можно больше новинок. Любых новинок, даже если это будут порты типа Ведьмака 3. Противник пытается захватить хим-контейнер. Помешайте им. We are just getting started here at the PC Gaming Show. Let's take a look at what. Обеспечьте оборону объекта. Группа провалила задание. You're watching the PC Gaming Show. Ну, я сначала не верил в порт Ведьмака 3, но после странного твита актера, который озвучивал Геральта, мне кажется... О, может покажет Baldur's Gate 3 все-таки геймплея хоть немножко. Привет, Майо, понятия не имею. На Switch? Ну так, по мелочи было. Сегодня пока еще ничего нет. Вчера там всякие мелочи, типа Minecraft Dungeons, Lego Star Wars. Да вывезет Ваша Switch. задача — обнаружить хим-контейнер. Ну да, вот еще... Ну, чувак из Еврогеймера, ему нету как бы особой веры. Просто чувак из Еврогеймера как бы. А вот то, что актер озвучки Геральта их пас от майков могут, почему бы и нет. Местонахождение объекта установлено. У вас всего 10 Странный секунд. тизер-трейлер в духе... До начала 5 секунд. That was a brand new trailer for Контейнер Mosaic, a обнаружен. dark and atmospheric Захватите adventure его. game coming later this year from developer Killbyte and publisher Raw Fury. So how are you guys enjoying it so far? There's been some swords, some space stations, vampire puberty. We're listening to your reaction to the PC Gaming Show throughout the entire broadcast, no matter what platform you're watching and ranting on. So keep them coming. Our next game is a ghost-themed multiplayer hide-and-seek game inspired by a popular mod. Charge up your proton packs and get ready for Midnight Ghost Hunt. Вот эксклюзив. Магазин пустой! Противник близко. Контейнер. Прекратить охрану контейнера. Противник здесь. Устранить угрозу. Один враг еще жив. Защищайте хим-контейнер. А купцики уже, да. На свече все порты почти окупаются лоу, иначе бы их не выпускали. Противник близко. Охраняйте хим-контейнер. Устраните угрозу. Нет, не гонбастер. Противник устранен. Значит, какая-то Индия. Очередная. Да ладно, не может быть Ghostbusters. Очень странная фигня.
Joining me on the stage to talk about Midnight Ghost Hunt is the dynamic one-man team. Creative director, programmer, designer, it's Sam Malone! Thank you for having me. Sam, please tell us what is going on in that. What is Midnight Ghost Hunt all about? So, Midnight Ghost Hunt is a multiplayer ghost hunting hide-and-seek game. You can play either as ghosts or ghost hunters, like a 4v4 format. I see. The ghosts can hide inside average everyday objects around the haunted house. The goal is to look like harmless furniture. Ты уже, Дан, да успокойся ты, господи, всем насрать на самом деле. Ты можешь сколько угодно кричать про суд, разрабы. Все эти порты все равно покупают. Поэтому вся твоя ненависть, она не актуальна. Под башкой можешь об стену биться, только от этого порты не будут ходить быстрее. Нет, не буду. He can quickly just hit him in the back of the head and knock him out real quick, and he has less. Well, what's the identity of the hunter? They kind of can be divided into two different segments. The first part of the game is kind of almost like a detective game. They're sort of trying to figure out where it's not obvious at first glance. So they've got gadgets like a football tracker, they've got like a radar like you saw, to try to narrow down where in the haunted house these ghosts are. Сидимое шоу, очень странный нудный формат у них, но неудивительно, что они целых 2 часа, потому что все, что можно показать за минут 40, они растягивают на 2 часа. So those are kind of the two aspects. Конечно, можешь ждать новую версию еще 50 лет. Свеча. That's definitely a big inspiration, but the big twist for us is that the props fight back. You saw the furniture, they hurl themselves at you, they knock you out, they send you flying. So it's like this action hide-and-seek sort of mashup. You have to be a little bit afraid of the things that you're hunting. So that changes up the dynamic a good amount. And I want to ask about when the clock strikes midnight. We saw the very red color pop up. We didn't see what happens then. What's going on there? So midnight, if even one ghost survives, 4 minutes into the night, then you hear this ominous grandfather clock chime across the map. All the lights will actually flicker out, dark and scary, and all the ghosts that were destroyed actually return as vengeful spirits. They're a lot more powerful than before. They glow a very brilliant red. So at this point, the hunters are now the hunted, and they just need to try to work together to... Ты, по-моему, вообще ничего не понимаешь и вообще за новостями не следишь ни зачем. Пишешь какую-то ерунду в чат вообще. Сегодня целый день просто пишешь ерунду за ерундой. Абсолютно ничем не подкрепленные сообщения. Ты будешь думать, что ты пишешь, хотя бы немножко. Привет, ты. Это сливы. Ты хоть почитал, что ли, не знаю, новости. Later in the summer, we'll be giving out keys on our Discord as well as... Sam Malone, Boulder Sky Games. For our next title, we got Frankie up in the balcony, and if I understand correctly, Frankie, this is a sequel. You do understand correctly, Sean, yes. На PC Gaming Show, потому что у них, я думаю, такой этот оверлей из-за того, что они, ну это журнал же PC геймеры, и вот они, наверное, так и делают все. Здорово, Декстер. Ну то, что покемонов слили раньше Директ, это да, но типа был же Директ. Там их слили за 2 часа, что ли, до него. Нужно найти химконтейнер. Так, где мой террариум? Отлично. Про Nintendo E3 Direct ничего не сливали, есть только слухи про Ведьмака, и все остальное полная херня. До начала 10 секунд. Ведь какая-то диаблоподобная штука. До начала 5 секунд. Нет, не Гейс. Гейс, ну... Идите к точке, где находится объект. Не надо, не надо.
Большой брат следит за вами. Отмечу цель! Типично. Контейнер. Охрану контейнера прекратить. Первый раз слышу про слух WarioWare и не классический Metroid. Я не знаю, где ты его выкопал. Ой, не будем начинать. Срать завис. Прекратить охрану контейнера. Ну просто я могу рассуждать о сливе Nintendo из-за того, что я веду паблик с новостями, и я читаю все основные новостные сайты, касающиеся именно Nintendo, и поэтому, когда мне рассказывают про какие-то там слухи и сливы, которых даже не упоминается даже на этих, как это называется, воу, че-то. PUBG пошел? Да, это E3 же подумал. Потом тот с говном. И к вам не... Ну, короче, когда мне говорят что-то там, что даже не пишут на компетентных новостных сайтах, я просто смеюсь в лицо, потому что обычно это все ничего не стоит вообще. Ах, вот почему у них Samsung в этих спонсорах указан. Теперь понятно. Dean, we've seen the video. I gotta start asking. Talk to me about those juicy features. Я надеюсь, Metroid Prime Trilogy. Я не думаю, что будет Metroid Prime 4 какой-то трейлер. Metroid Prime Trilogy, я надеюсь. Причем в этом году. Устраните угрозу. Команда уничтожила врага. And I wanted to ask a little bit about some of the color effects. Sure, it's a 3001 contrast ratio. So you get those deeper blacks, brighter whites. Слух Nintendo плюс Microsoft. Ну, после релиза Cuphead был слух в том, что... Ну, точнее, как, был не слух. Есть информация о том, что Microsoft, как бы, идет на мультиплатформу. Ну, то есть они хотят, чтобы их игры и сервисы были везде. И на основе этой информации появился слух, что Microsoft очень сильно хочет сотрудничество с Nintendo и принести на Switch свой Game Pass, ачивки в тех играх, которые есть на Xbox и на Switch, ну, то есть, например, тот же Cuphead, вот, и еще там что-то там. Ну, типа, вот такой слух, поэтому все ждут анонса Game Pass на Switch. Новенького? Много чего хочу новенького. Donkey Konga хочу нового, Mario Kart 9 хочу. Хочу возрождение старой франшизы какой-нибудь, типа Wario Land или Advance Wars. Разведбот врага нашел хим-контейнер. А ремастеры на Switch хочу, потому что мне приятно, когда выходят ремастеры на Switch тех игр, что я там играл или что не играл. Я знаю о них, а многие о них не знают, и они их могут попробовать. Еще 10 секунд. Есть 5 секунд. Нет, Star Fox нового не хочу, я хейтер Star Fox. Противник обнаружил хим-контейнер. В следующий раз, Рэй. And now a PC gaming show presents What's Next on Funcom. Kid Icarus, да, был бы, потому что часть на 3DS была весьма неплохая. Продолжение Kid Icarus было бы неплохо. It's very exciting for all of us at Funcom to be here at the PC gaming show for the very first time ever. Natasha. And naturally, we would like to show some of the cool stuff that we've been working on. So, without further ado, here are some of the games coming for 2019. Something strange is going on all across the zone. О, на свитче? Блин, кажется, я это видел. Или слышал про это. Ну ладно. Да, Марио Мейкер, ты чё, он выйдет вам уже через 3 недели. Я, по-моему, слышал уже про эту игру.
А, это еще какая-то Conan Unconquered. Стратегия, это что, Дота про Конана, лол? Серьезно? Не дайте врагу возобновить процесс. Враг готовит оборону объекта. Попытки захватить... А, даже здесь стал это. Moons of Madness. Это ужастик очередной на Хэллоуин. С эпичной музыкой. Вон Ланкаун. Задание выполнено. Противник устранен. ТС-игры на Switch неудобно, потому что с геймпада в них хер поиграешь, придется только в тач. Please welcome to the stage, founder and director of Mighty Kingdom, Philip Mays. So yeah, at Funcom we've been doing our own games for over 26 years now. But recently we had the great pleasure to be working with some other very talented developers and help them publish their games. And on that note, I'd like to introduce Phil Mays. He is founder of Mighty Kingdom, a studio out of Australia, who has been working with us on something a little different. So on April 1st this year, we put out a little trailer for something called Conan Chop Chop. And considering the day, it was perhaps no surprise that people decided that that was Nintendo сейчас одна консоль, поэтому хорошо, что все игры выходят на нее. Только на нее. Нет никакого раздела. Команде удалось найти хим-контейнер. Так. Блин, почему все трейлеры начинаются одинаково вот с этого вот проигрыша? Пианинно. 10 секунд. 3DS? Нет, все, 3DS умерла. Осталось 5 секунд. Контейнер обнаружен. Вау! Флэш-графон. Серьезно? Чуваки, ну это даже не смешно. Как можно это с таким пафосом вообще анонсировать такое? Почему я все про Зельду? Опять все сперли с Зельды. Это даже на Чиби Конана не похоже, серьезно. Блин, это персонажи с палочками вместо рук и ног. Ну что за позорище. Battletoads, блин, выглядит лучше. Ой, какой стыд. Ничего себе, рофл. So there you have it, Conan Chop Chop. It's a roguelike action-adventure game. It's very real, and it's coming to PC, Xbox One, PlayStation 4, and Nintendo Switch. Ну, естественно, везде выйдет. Естественно. We also have a playable version here at E3. Но они, наверное, имеют в виду, что сравнили с Зельдой, с первыми Зельдами. Потому что Айзек... Nobody in the room. Thank you so much. Блин, ну у беседки как орали Е, это было просто вообще... Не, я не буду это обозревать. Типичные игры по вселенной Конана. Да, хорошая Жив один оперативник. Нет. Да, мне кажется, на беседке просто какие-то фанаты беседки попали и на первый ряд, и поэтому они там орали на каждый анонс специально. Команда что... ликвидирована. Что это за латинский музон? Это уже вторая... там была же реклама монитора. Я уже хотел сказать, вторая игра, которая выглядит как PUBG, и так же плохо. И что вообще это было за мыльное лицо у того чувака?
Неужели сбылась моя мечта, и это батл рояль на мечах? Наверное, Ахтахан. Определите, где Хотя что-то это не очень похоже на батл рояль, потому что там какие-то... Выглядит очень плохо. Господи, некоторые игры на свитче лучше выглядят, чем вот в этом перегейминге. Нечитаемый, конечно, лого игры, это 10 из 10 вообще. Команде удалось найти Я с 5-го раза прочитал, что там Last Oasis. Да, я слышал про Махбау уже. О, Age of Wonders. Я в детстве играл во вторую часть. Потом, помню, немножко в третью еще играл. Осталось 5 секунд. Это, кстати, прикольная тема. Но я бы сейчас не стал играть в такое. А, теперь она прям про мехи? Ничего себе. Господи, нифига себе там. Почему пускай это на Switch? Ну, она, ну, типа, наверняка в таче будет прикольно. Ну, Age of Wonders мне нравилось в детстве. Блин, Steam, Xbox One, PS4. Ну ладно. Блин, ну если выпускают на Xbox и PS4, чего на Switch-то? Чего вы на Switch-то нет? Is the game director Leonard Sass and principal gameplay developer Tom Bird. Welcome, guys. Good to be here. So, Leonard, just give us the gist of what Age of Wonders Planetfall is all about. Sure. Age of Wonders is a turn-based strategy game where you play as one survivor. Да уже две игры конфирмировали на Switch. Last Oasis, ой, не Last Oasis, Conan Chop-Chop, это еще. Да, когда Террария, я согласен, хочу Террарию. Версия Космосима на Man's Sky для Switch, да? Блин, если на Man's Sky, я не хочу играть на Man's Sky, серьезно. Нет. Нет. And that spaceship will then transform into your capital collect, where your entire empire begins with an attempt to take over the world. Around you, you've got a number of sectors, so maybe you'll find things full of horrible mutant creatures, an entertainment complex overrun by horrible robot monsters. Конечно, батл рояль на мечах нужен просто в мире, как в Dark Souls первом, чтобы у тебя была такая же карта. Там батл рояль. Dinosaurs with lasers. Perfect. Cats with lasers. No, sorry. No cats with lasers. I'm so sorry to disappoint all of you. Cats with lasers. Got settled with dinosaurs. You know, I saw the expansive textures show up in the game briefly, and I know that growing resource and textures... Привет, Диего. Да не, пока ничего особо. Не, был Конан Чоп-Чоп, убийца Зельды. Ну я не знаю, насчет, я понимаю, что залипало, как Айзек и ЕТГ, это, конечно, круто, но, блин, реально, этот Конан Чоп-Чоп выглядит, ну, супер пососным, просто реально супер пососным. So you can create like a combination between man and machine or man and computers. Blades? Others include doomsday Нормально, но очень донатно. Infect the entire population with alien brain-eating parasites, or win the game by splitting space-time. I love how many details you're giving me of the horrors that await on the planet. The future is not a pretty place. Well, I want to ask about some of the combat that we saw, because in a lot of strategy games, the combat can be very brief. It just, you know, shows two armies pinging off each other. But I understand that the tactical layer is quite rich. Right, so when combat starts, you'll see, like on the world map, maybe like a little sort of space lab or something like that. Во-первых, Test Blade на Switch будет бесплатно, и во-вторых, она такого осенью. And you will be inside the lab. You'll see all the pipes and all of the goops flowing around. Нет, это all камень of your units будет that you've been putting together and built are now deployed in turn-based combat. You can move them into cover, use their abilities, shoot laser cannons.
Сомневаюсь, что продолжит Trial of the World на закрытой, и не было никакой инфы об этом. Сейчас бы вообще верить игромании. Я не думаю, что из шпунтов хватит на Switch. It depends. A short battle can be maybe 2 or 3 minutes, but at the end of the game, you know, you've got a massive siege with like 20 units on your side, 20 units on their side. You've got orbital cannons blasting holes in the world. Они пилят Террарию 2, они сказали, что... Последняя была инфа по Террарии 2, когда они сказали, что вот мы доделаем версию на Switch, там выйдет какой-то супер последний патч для первой части, и начнем Террарию 2. То есть, короче, еще 10 лет. Ну и там же, кстати, Thank you for sharing the horrors of the future. Не, конфа юбиков будет в 11 вечера. Сейчас PC Gaming Show будет идти еще час 20, потом Living Trump Games час как раз до юбиков, потом юбики. У юбиков, походу, тоже что-то. Господи, как она фигарит. Какая она харизматичная, anyway. Rated M for mature. О, M. Опять not actual game footage. Господи, опять зомби. Надоело. Нет, не надо бортов ассасинов на Switch, пожалуйста. Готовьте оборону. Охраняйте гражданского. Выглядит прикольно. Что за Соня была? Враг обнаружил местонахождение гражданского. Да, конечно, поперсаю. Ну, камон, лол, это была шутка, что я не хочу этих ассасинов. Я так-то буду рад, если еще куча ассасинов будет, если что, что люди будут в это играть. Но я не хочу в это играть. Заложника обнаружили. Будьте готовы. Судят не по словам, а по делам. Если останетесь здесь, вас вычислят. Вас обнаружили. Блин, ну выглядело прикольно. О, Epic Games Store. Кстати, геймплей покажут еще завтра. Да, мне поясняли, да. Assassin's Creed. A surreal noir adventure set before, during, and after the Big Bang. Baldur's Gate 3 and more. Блин, интересно, Baldur's Gate 3 геймплей покажут или опять прокрутят этот трейлер, который уже все видели 500,5 тысяч раз? Гитлер-зомби? Прикольно. Не, прикольно. По крайней мере, по трейлеру прикольно. Близко, начинаю отчет. Perfect World. We are victims to a
hatred that we do not understand. This evil will consume our world and the countless worlds Судят не по словам, а по делам. Unless you rise. Враг начал сканирование. Запускаю таймер. Fury and blood. Who seek the soul. Prepare yourselves. They are here. Жив лишь один противник. Это ему мошутанчик. Типа как Destiny. Что Steam. Что-то не так уж много игр-то показали для Epic Games Store. Joining me on the stage to talk about Remnant from the Ashes. In that trailer, we got the chance to see so much new gameplay footage, new environments. Let's welcome the CEO of Gunfire Games, David Adams. So David, I want to ask right away, for those who are unfamiliar with Remnant from the Ashes, what kind of game is it? So Remnant's a co-op action shooter set on an apocalyptic Earth and across a bunch of cool fantasy worlds. And I mean, in that trailer, we got the chance to see a huge variety of different environments. Like, what are these different places? Who's the player in this story? So as a player, you're on sort of an Odyssey-like quest to save the world, and we really wanted to have a bunch of different cool locales that you go to just to experience. На какой Switch, чуваки, PC Gaming Show? You start on Earth, but it rapidly changes very quickly as you get into the game. And one thing that we've talked about before is that replayability is a huge focus of the game. That you could Нужно найти заложника. still be seeing Я тоже носил футболку с своей monsters, игрой. new locations. How exactly does that work? Это самое крутое. Ты выходишь на футбол с твоей игрой. You built those all by hand, right? Yeah, it's all hand scripted. Сразу такой, вау. You might play the game and come into work and say, hey, I talked to a giant tree and fought a dragon boss, and I'll be like, I met a guy in a helicopter, an old guy in a helicopter, and killed a tree ant. You'd have completely different experiences playing the same game. And you just have to keep going through and eventually explore what all the possibilities are. Yeah, you can play the game over and over again, just little stuff. You can jump into your friend's world to experience the content in their world, and that's a big part of it. Jumping in and seeing what you get. Well, I want to ask about loot, which is Заложник найден. Выполняйте задание. function alongside this ever-shifting gameplay experience. Yeah, the loot in the game is all legendary items. Gameplay experience. Ну, походу, да, очень похож на Манхан с пушками. It generally coincides with a cool unique item. It might be a boss weapon or a magical item or armor. Потихонечку, You get all completely different events. You'll have different equipment than I have. Ну, тот слишком крутой, чтобы быть в футболке с палачом. There were 3 people walking through these. You mentioned the co-op experience. How does co-op function in the world? So the game is full co-op. Да, открыл студию, сделал игру для того, чтобы футболку Definitely slower paced, more difficult. I mean, you will die a lot in this game, so awesome. There's a huge advantage to bring your Я не буду friends to пилить come in here and help you презентацию take для down своей bosses игры. or fight off different events or just generally progress through the world. Yeah, well, I mean, as a big fan of Bloodborne and Dark Souls, I'm really looking forward to Remnant from the Ashes. What's the release? Bloodborne и Dark Souls, он сказал там. Что-то с его игрой. Типа имели ли влияние? And if you pre-order the game now, you can actually get an early game August 16th. Well, awesome. Ladies and gentlemen, David Adams from Gunfire Games. Thanks so much for talking to us about Remnant. And as we mentioned earlier, keep those questions coming. I will be asking on stage the creative director of Borderlands 3 everything you want to know. Doesn't matter what platform you're on, just use hashtag PCGamingShow. And until that time, let's talk about our next title. Креативный директор Borderlands 3 придет, будет отвечать на вопросы. The PC Gaming Show here. It's a game from Clay Entertainment Девгам не called пойду. Griftlands. It's changed Вообще quite a не bit in the знаю, да, last 2 years. блин, It's надо, now когда a deck-building эти roguelike вопросы where you don't just надо будет отвечать, когда будет хоть что-то negotiate готово. your way to a broken-down sci-fi world. It's going to be available on the Epic большой Games фан. Store in one short month on July 11th in Alpha. Take a look at Souls-like some of the shooter. footage of what you'll be playing. Ну, вообще, конечно, похоже на то. Опять какая-то карточная игра.
ну что-то... Блин, это в Индии стало сейчас модно, что ли, карточные игры какие-то? Что все начали пилить. Что такое? 15 секунд. Planet Zoo is the latest Еще game from the 10 makers секунд. of the Slay the brilliant Spire, Planet это, Coaster. Please Ну вот, видимо, Slay the Spire пилили. Жив один оперативник. Now here's what Planet Zoo Ваше время вышло. Zoo is a new sim game involving building and looking after a modern zoo, and you get to look after the most. Кто-то обрадовался. Ash, you link me. Kill yourself, bitch. Needs their own desires and their own behaviours. They interact with each other and react with the world you build around them. And today, for the very first time, we're really excited to show everyone here a gameplay video. На Switch, не знаю, вроде что-то не говорят. Let's buy the world's largest family pass and take a look inside. Витас, ты слышишь меня? Подписку PS Plus. Витас, ты конченый. Если тебе надо, покупай. Почему вы спрашиваете у меня такие вопросы? Хочешь, чтобы я решил за тебя? Я могу решить за тебя, не покупай. Я не понимаю, почему меня спрашивают, стоит ли там что-то покупать. Нужен стример, который решит за тебя. Я готов, конечно, участвовать. Без проблем. Только потом без обид. Как дрочить? Берешь, короче, кулак. Потом суешь туда свою пищу. Капкан установлен. Ждем гостей. Туалет. После звонка пойдешь. Не, чебуреки по 30 рублей я бы не брал. В Тест Блейдс набор, конечно. Куча самоцветов. Остается 10 секунд. Капкан установлен. Ждем гостей. Little Friends нет. Осталось 5 секунд. Да она убого выглядит, ты шутишь? Заложнику ничто не угрожает. Да, вот лучше ставки сделать. Стоит сделать ставки. Выиграть кучу денег, а потом мне задонатить. Нет, террарию еще не показывали. Да я вот тоже думаю. Я тоже думаю сходить за бутербродиком. Или заказать себе сразу. И так надо. Xildeo на Switch, конечно. Ипотеку тоже. Лучше коробку все возьмут. Не знаю, я видел этот Jurassic Park Evolution на чьих там стримах, уже даже не помню на чьих, но выглядело. Да и сначала покупаешь, короче, сет героя и его Блейдса, а потом за что ли. Местонахождение заложника обнаружено. Да, и донатьте на аниме. Зачем ты бумаг, когда можно заказать? Может себе 4 линка заказать снова блинов? Зачем мне это нахер вести? Так, надеюсь, что я пожрал. That is right. Ladies and gentlemen, joining me on the stage is a legend of Japanese game development. It's Mr. Yu Suzuki. О, Shenmue 3. Hello, everyone. In addition to being the brains behind the following games, Hang On, Space Harrier, Outrun, Afterburner, Virtual Racing, and Virtual Fighter, Yusan. И ничего из этого нет на пеке. Да, через Яндекс.Еду заказывайте ринки. Shenmue 3 right now. Take it away, Yusan. Господи, когда она уже выйдет? この場に立てて光栄です。Standing on the stage today. それと20年支えてくれたファンの皆さん、ありがとう。I just want to say thank you to all the fans supporting me for the long 20 years. Thank you very much. The wait is nearly over. That's right. Let's take a world exclusive look at Shenmue 3. Shenmue.
Блин, я до сих пор еще в первую, вторую не проиграл. Honestly, I don't think your kung fu is strong enough. Grandmaster, Один враг еще жив. A long time ago, martial arts were bad, but humans are interesting creatures. They practiced in secret, away from prying eyes, and became stronger. One even practiced atop this very boat. Да ладно, сейчас с игрой везде должно выходить, по идее. Группа противника уничтожена. what did you say to me? Stop it. They threaten and extort money. Блин, ну выглядит забавно. Я бы поиграл в первую, вторую часть, только там русский перевод сделают, наконец. Потому что она выглядит как минимум забавно. Так там же суть в том, что Ю Судзуки задумал 5 игр изначально, но после Shenmue 2 все стало плохо и игра провалилась. 19 ноября уже. И, короче, и все. Скорее, Якуза Shenmue нанимал. Now our next title is near and dear to my childhood heart. It's based upon a game I grew up playing called Heroes Да, of Might and Shenmue 3 уже в ноябре. Let's take a look at an upcoming collaboration between Coffee Stain Studios and Lava Potion. Господи, плохие пиксели снова. 10 секунд. Начнем через 5 секунд. Заложник найден. Выполняйте задание. 240p, что ли? Выглядит супер херово. Дрон запущен. Отметил противника. Отправил дрон. Музычка, кстати, неплохая. Ну, какие-то герои. Блин, чоп-чоп лучше, чем классика Денчик Просто. Сейчас мы узнаем, где враги. Это настолько несерьезно, что просто вообще. Carl Topfeld. Hey, Carl. Hi, hey, thanks. I mean, let's just start off. Заложник под угрозой. Победа. Противник нейтрализован. Да, Октопас 4,5. Потому что Nintendo виновата в том, что Октопас 4,5. Ты что, не знал? They go exploring the world, they pick up resources, bag mines, with those resources, you upgrade your town so you can get more stuff, and that's kind of what you do. Adventure and strategy combined. Yeah, and you know, I know that part of the core loop is obviously get the resources to build up the township, but for what reason? Armies, man, talk on me about those juicy battles. Yeah, so the battle, just like the whole game, is turn-based. So you go into combat, you bring all your troops in, and you start by deploying them, and then all the troops have different stats, like defense and defense. Sure. They go in initiative order, and then you slug it out, and it's a bit like chess, but instead of like pawns and bishops, you have like horned wands and face spirits. Great, and griffins and so on. Yeah, and all those things. And well, you know, as someone who just loves the Heroes of Might and Magic series, I know that you have translated a lot of the gameplay elements into Songs of Conquest, but what are some of the modern elements that you're bringing in? Well, there's a lot of it, but I mean, one of them is our magic system. We call it the essence. Жадно Nintendo. Basically, in the Songs of Conquest. Нет, есть игры 3,5, да. So like the soul.
Your troops, they have an essence. To do magic, you need to bring the troops with the right essence with your wielders. Oh, I see. So if you want to like make Хер знает, но она выглядит, ну блин, когда они закончат эти пососные пиксельные игры делать, ну что такое, ну серьезно, ну можно же сделать лучше, ну, когда это уже прекратится? Как это надоело? Che mi amboira, che non mi rubate! And late 2020? Oh, it's quite a ways off. It's quite a ways off, but you can go to songsofconquest.com and sign up for alpha, and then you can play earlier. Well, as you know, I'm really looking forward to playing it, Carl. Thanks for joining us. Thank you. Thank you. Где мои трагедии? Now, our next title is an update to a popular co-op game. Let's see what's in store for Vermintide 2. К обороне. Да понятное дело, кому нравится. Это просто мое нытье. Даже не обращать на это внимания. Усиливаю дверь. Получаем данные с камеры. Враг знает, где находится заряд. Будьте начеку. Судят не по словам, а по делам. Вах. Еще 10 секунд. Еще 5 секунд. Враг знает, где... Остановите его. Не шарю в вахе. О, бета. Ну, Инту радуется. You just saw the reveal of the new PvP mode coming to Vermintide 2, which turns the Warhammer Fantasy cooperative game into something even more brutally competitive. It looks deliciously vile, and surely dismembering strangers is so much more satisfying when you know you're going ham on a fellow player. You can sign up now for the Vermintide 2 Huh? In Per Astra, you're an artificial consciousness orbiting Mars whose ultimate purpose is to starting from a single drone in your landing site and turning the planet into a flourishing second home for humanity. Да, у нее няшные кудряшки. Courtesy of developer Talon Industries and publisher War Fury, here's a first ever look at Per Astra. Противника вижу. Рауф, знакомые чуваки. Да, не помню, что они делают. Один враг еще жив. Группа противника уничтожена. Of course, I'm with you, Houston. Ладно, не знаю, что сказать. But for his debut project with indie studio Panache Digital Games, he's going to take us back 10 million years to where humanity began. Here to tell us all about ancestors is creative director and co-founder Patrice Desolé. Welcome, Patrice. Thank you for having me. Welcome, welcome. Где террария? Ёлки-палки, час уже прошел. Где моя террария? Серьезно. Невозможно. I just want to ask, what inspired you to tell the story of human evolution? Well, when I started Panache, I needed a game, an open world game, where you can do a lot of things. You need a character in a 3D environment at first. Ой, это типичное PC-гейминг-шоу, оно не меняется. Каждый год одно и то же. 2 часа просто... Ну реально, это можно было все фигачить в полчаса. У вас еще 10 секунд. Разведбот нашел заряд. Начнем через 5 секунд.
Cyberpunk, да. Деактиватор Я еще пока не знаю, установлено. где я хочу. Местонахождение заряда известно. Обезвредить. По всей видимости, придется на пеке играть, похоже. And then you have to explore your environment, and eventually you expand your territory, you expand your clan. На прошлом также было игр по Сигейминг Шоу. Badass character. You play a group of badass. Ничего не знаю из этого. Ну, в смысле, Гонор знаю, от Ралф Юри, потому что он был на свече. Я не вообще Блин, то симулятор оленя, то симулятор обезьян. Запускаю дрон. Я не думаю, что PS5 выйдет, когда выйдет Cyberpunk. Выходит в апреле. Если бы Microsoft свой Xbox выпустили бы в конце этого года, я бы его купил, то я, наверное, играл бы в Cyberpunk на нем. Да, симулятор хлеба и козла, мне кажется, это все покупают ради рофла за 50 рублей. Сейчас бы человека называть приматом. Встань и иди. For you to answer that question, August 27. Лишь один оперативник. Группа нейтрализована. О, ну наконец-то! Epic Games Store, я ждал этого. О, рекламу прям в лицо. Еее. Еее. Все в Epic Games Store, господи. Обмазываемся галенки. Охраняйте заряды. Ой, это же... Я помню эту игру про Тян с вороном. Чем больше, тем больше. Площадка обнаружена. Докладываю. Врагу известно, где заряд. Поставлю двойника. Камера пашет. Брошу внимание. Остается 10 секунд. Есть 5 секунд. Взрывчатка обнаружена. Пора уже признать то, что Индии все-таки теперь уже наравне со всеми. И ради количества инди-игр фигачат по рекламу. Нет, пора. Еще один с контролем качества. Это что такое? Китайские игры в Epic Games Store? О нет, это же китайская авточест! Да ладно! Найс, эксклюзивы на пеке. Это нож Габену в спину. Да. Indeed, auto chess has turned out to be a sensation, with hundreds of thousands, millions of players getting a taste of it. Установлен деактиватор. Деактиватор обнаружен. Уничтожьте устройство. Господи, Габен вообще следит за авточест. Же не мог нормально сделать. Господи. I'm the CEO and founder of Dragon. Try to get
Да, у Габена увели авточес. Блин, какой стыд просто. Так топил за Габена, чуваки. This is really exciting moment for us. And so Twitter says, this is a real engaging game of auto chess. Ну ладно, на самом деле Дубровых, конечно, прав, я думаю, Габену вообще насрать. Okay, auto chess, Total Studio. We are working together to bring auto chess to your world, both on PC and mobile, so that everyone from anywhere with any device can enjoy the same fun. Карма настигла Габена. Now we are building the PC version with by using the game engine of Unreal Engine 4. As everyone knows, Unreal Engine is one of the best. Нужно отыскать заряд. With the help of Epic Games and by the power of Unreal, hopefully we can finish everything. And today, I'm very glad to see. Да, такое ощущение, что... Хотя ладно, мой мысль, конечно, хуже. Will be coming to the Epic Games Store. I look forward. Но вообще, на самом деле, неудивительно, что китайцы предпочтут Epic Games Store, потому что, во-первых, Tencent владеет этой частью Epic Games Store, а Tencent владеет вообще всем в Китае. Tencent сказала, Epic Games Store сделали, поэтому я думаю, что... Ну, типа... Удалось вернуть деактиватор. Местонахождение заряда известно. Обезвредить. We'll find out, Sean, because one of the things we love about PC gaming is the way that game creators from all over the world can draw inspiration from one another's work. Crystal is a great example of that. A gorgeous Here's the world exclusive reveal. World Exclusive. Что у нас в очередной раз на Победа. Противник нейтрализован. Наняли кармика, чтобы он авточес сыграл. Опять мультяшная индику. If you saw what was, what is, and what would be. If you knew how it ends. Мамадора? Could you make the hard decisions? And would you be strong enough to fight? Или нет? Или да? Блин, рисовка, конечно, прикольная, но... If you learn from the past and act in the present, you can rewrite the future. Бастиан очень похож на то, что в Мамадоре. Будьте начеку. Не Мамадора. Ну, ладно, выглядит неплохо. О, Demon now on Steam. In PC gaming, it's not the size of your weapon, it's how you use it. And I'm holding one of the... Типичные пека-геймеры со своими пеками. Размер! A brutal, heavy metal-infused 2D action platformer. Осталось 10 секунд. Assuming the role of fearless warrior Therium, players must go out and slash their way through the doomed citadel of Balfaris, overcoming its deadly environment and знает, где искать взрывчатку. Остановите его. at its very heart. Get ready for the galaxy, a new wormhole from publisher Big Sugar. This is Balfaris. Чего? Ой, это что, контраподобное что-то, лол? А, не, погодите. Или еще. Я, кажется, это Блин, я, кажется, это видео, это на свитче тоже выходит, по-моему. Я еще говорю, что прикольно выглядит игра. Либо что-то контраподобное. Не, кстати, здесь видео корявое, там нормальный графен. Ну, в смысле, там нормальные пиксели. Не, меня всего Verge 2. Да, короче, не, это контраподобная стрелялка.
Ну, типа, на свече я видел трейлер, она прикольная. Она сказала Broke Force. Но она сказала, типа, это... Не, это не Broke Force. Да, блин. Ну, кажется, я ее видел. Фагис. Может, не ее. Ну, в любом случае, выглядит прикольно. I'm very excited for our next guest. In case you have not been in downtown LA, E3 is covered with Borderlands 3 art. It's amazing, it's beautiful. And joining me is the amazing and beautiful Paul Sage, creative director. Блин, может, я перепутал эту игру с чем-то, потому что на свече тоже выходит что-то контраподобное, но это тоже выглядит прикольно. There's been so much hype around Borderlands 3. What's the stuff you're really excited to be sharing this year at E3? Oh man, so you know we talked about vault hunters. Well, this time we can talk about Mose, and she is our gunner vault hunter, so she has a big mix. А другой фильм? Ну все равно нормально. Не знаю, мне нравится контраподобное. Задание выполнено. Противник устранен. И выйдет на свече его поиграть. Right off with Mose. Tell us everything you can about it. Okay, yes, I'll say everything I can. So Mose, again, like I said, she's a mech pilot. She has a big mech. It's called Iron Bear. She gets into Iron Bear. Yeah. You know, we have the skills that she can equip either a minigun or a railgun or a flamethrower. You know, if you want to barbecue or something like that. Перепутал с Слейн? Yeah, Mose is a Может быть. Now, we've been excited to be collating a whole bunch of community questions. We're going to break them into two categories. First, there's a whole bunch of repeat questions that I want to make sure we get to right now. One of the big categories is about loot, because you've mentioned having a billion guns earlier, but what can you tell us about some of the other gear, the other progression systems in the game? Yeah, so let's talk about grenades, like one of my favorite things that we don't get to talk about a lot. So in the past we've had grenades that they've had like one thing they can bounce, they can stick to different things, you know. Yeah. This time we're combining like all of those things. So for instance, the other day I was playing and I threw a grenade and that grenade had a bounce, it would stick, an explosion would come out, and the grenade would fire guns as it was going through. Right? So we have like a ton of different все смотреть, да, скоро включите. Ой. А иностран когда приезжал? Я не помню, 18 мая, что ли, 17. На данный момент мне больше всего нравится беседка конфа. Она была самая веселая. I also remember earlier you mentioned about artifacts. What are those? So artifacts are, you know, we kind of concentrated on like, hey, does the game feel fluid? PC гейминг просто. О, эта игра выйдет на свече про тяночку. Да, nice. Be Про quiet. игры? Please, В игру от форумов новую больше всего. Please, Ну и stand, be Киберпанк. quiet. Be quiet. Киберпанк я и так ждал, а игра от форумов выглядела норм. А, еще игра от Миками. Я опять забыл, как она там называется. Ну, короче, которая в беседке была. Second category of questions unrelated to loot. Well, there's going to be a single-player campaign. What's going to be happening after the campaign? What are some of the beyond the single-player, maybe end-game content? Да, Ghostwire Tokyo, да. По крайней мере, там не было никакого. So we have this thing what we call the Guardian system. So for those of you who play Borderlands, you might remember Badass Ranks. Badass Ranks, you can get, you know, it's basically an infinite progression system that added to your stats. We doubled down on that. We have what we call Guardian Ranks. Сейчас пока хожу, встречаю курьера, то покажут террарию. Вот скриньте, правоставь. Сейчас вернусь через время. Alright, last category we're going to go through, and then we're going to hit Вот обнаружил взрывчатку. How do the boss fights in Borderlands 3 compare to Borderlands 1 and 2? Maybe to your big aspects. How do you build upon it? Right, so I think the boss fight, you know, like, I'm an fan, right? So I love huge boss fights that have like stuff like that. So now those people, you know, smart people in the audience know that we talked about going to vault instead of the vault. Найдите зарядки и разрядите его, не теряйте бдительности. Boss encounters there that are just, you know, multi-phase boss encounters. We have like a lot of different mini bosses throughout the game, so a lot of different boss encounters. Well, now I want to ask you really quick questions that should be yes or no, very brief. First, how would you handle multiplayer? We will basically be allowing anybody to jump in at any time, so... Awesome. From NHL Animation. And I have the gun. Hey, I'm not doing that. Magazine spinner! All right, great. Sam Wiseman asks, is Miles a new companion? People are asking the right questions. That's what I will say about them. Oh, yes. All right, from Ironic Sanguine says, is Tiny Tina going to be fighting alongside Paul? Yes. Nice.
All right, I'm just going to blast through a couple more as fast as I possibly can. With the level cap on. Will we get to see flat? Победа. Противник нейтрализован. Will we see golden keys and/or ship codes for Borderlands 3? Absolutely. Да ладно, я ничего не пропустил, серьезно? Other kinds of PvP. Yes and no. And also maybe. Perfect. Yeah. And will you be able to transfer weapons between your characters? Absolutely, right from the start. Perfect. And when is the damn game coming out? Friday the 13th, 2019, September 13th. Perfect. Показали террарию? Да ладно, чё мне? .com for more information. Thanks so much for joining me on stage. John, thank you. And once again, if you have not seen all the setups, жрать блинки. Oh, they're beautiful. Our next Круто game, было, we're going to be блин. revisiting a guest that we saw earlier in the show. He's upstairs with Frankie. What you got for us? К обороне. Не дайте врагу пройти. Oh, hi, we're live. Sorry. Hello, I was just, I was actually testing out my Что с ней не так? weekend. I don't know, what do you think, John? I think you look really sharp, as Не always. поиграть Very sharp. Well, thank you so much. John Gibson, president of Блин, я хочу такую же Thank хрень. you for joining us again on the show. There is man. Now, last year, we revealed man is dead to the world. Мне кажется, это пахнуло двигателем. Absolutely. Man-Eater is an open-world action RPG, or Shark PG as we call it. You start Остается as 10 a small секунд. baby shark pup, and you have to survive in the shark world Еще 5 and секунд. try to eat your way to the top of the ecosystem. For 3 words that we think sum the game up the best are Враг знает, где искать взрывчатку. Остановите его. we also have someone we'd like you to meet. Well, Did let's Mickey Mouse? meet him then. Let's take a look at the new trailer. New трейлер. Tripwire. Я подумаю насчет автобус Куна. Подумаю. Что это за игра про челюсти или что типа того? Come any closer with that camera, we two gonna toss him. Гони мне камеру на! Заряжаю! Сейчас с чего начнем? Who was that appallingly dressed fisherman in the trailer? Because quite frankly, not even I would eat him. That was Scaly Pete, and Scaly Pete's the villain in this tale. Pete is a best fisherman in the Gulf, best shark fisherman. He'll tell you he's the best shark О, это fisherman. в Алфарисе, кстати, And, контрподобная игра he тоже на Switch disfigures выйдет. a baby Балдеж, shark балдеж, at the beginning of nice. the game and does some really nasty things. So he's not a very nice guy. And now the story of the Man-Eater is told Спасибо. through the lens of a reality show called Hunters vs. Man-Eaters. And it follows Pete and the player shark on its adventure. And you know, it's a really it's a very exciting way to tell a story. And based on that, Живых только один противник. Yeah, there is an awful lot of man-eating going on in this game. That is the name of the game. And but we like to think of the game Господи, реально as играть a за shark-tastic окулус. fun action game. It's like GTA if you will. But there's Да, про акулу, there серьезно? is more to the game than just eating. So we spend a lot of time Блинчики moving супер through the теплые. water, breaching out, and Что почти горячий. Взрывчатка обнаружена. afternoon snack. Нет, So, это лимонад. There's a lot of exciting things. and you mentioned before it's a shark. Враг уничтожен. Поздравляю команду. So there's 3 facets to the Shark PG elements of the game. There's growth, there's life phases, and there's evolutions. So growth comes about through eating things, nutrients, people, whatever you can find. And that's kind of like your XP in the game. That allows you to level up, your shark will grow a little bit, you'll get more powerful. And then У тебя at племянник key на мобилке phases, играет? that we call life phases, you'll Геймеры make a только big начнут. jump. So Понял? let's say you're a brooding teenage shark. Никто and здесь you're about to батя. become an adult. Спасибо When за you become an бета-тест. adult, you take a big leap in size, a big leap in power and capability.
And then, as you reach these life phases, you unlock evolutions that can be applied to Ты не parts of the стример, shark's вот ты body. пьешь на стриме. For example, you could get metallic teeth that allow you to shred boats, or a powerful tail that allows you to jump to incredible heights, or you could get mutated lungs that allow you to spend a little more time on the beach getting those afternoon snacks. Just really quickly, John, everyone's wanting to know this question. When's it coming out? So we're really hard ever heading away at this game and trying to make it the most awesome shark RPG ever. We're not ready to announce a date, but we're pretty certain you're going to see it before the next PC Gaming Show. Well, I hope we do, John, otherwise I'm going to have to start biting people. In fact, I'm quite hungry at the moment, so I think actually I'm going to find an audience member because you guys look tasty. So I'll see you in a bit. I'm just going to have a snack. Thank you, John. Thank you. Спасибо, чувак. Ребята. 10 секунд. О, реклама кресел проплатила PC Gaming Show. До начала 5 Dix Racer секунд. опять? Да? Деактиватор снова у нас. Ваша цель — обезвредить заряд. Евин. Нет, у меня Тандер. You know, one of the absolute best parts about being sponsored by iWin for the PC Gaming Show is that I get to sit for this next segment and talk to you about Terraria. Terraria is one of the best-selling PC games of all time, selling almost 30 million copies. And part of the reason why it's maintained such popularity is the fact that developers relaunched. Куча миллионов копий, и мать, где Terraria 2, ну сколько можно? Let's take a look. Верните деактиватор. Coming up, Terraria Journey's End. Че, хоть апдейт очередной? Journey's End? Новый босс? Жив один оперативник. Что-то нифига там было. По-моему, раньше было не так. Опять какая-то куча всякого барахла напихали. Ой, что это? О, ни хрена себе бестиарий, ну наконец-то, господи, этого не хватало. Все оперативники мертвы. Во, новый босс. Блин, придется вторую проходить. Да что случилось? Блин, твою мать! Почему зависло? The next title that we're going to be looking at is a game that is the spiritual successor to her story. На самом интересном месте, ну серьезно. Это весь трейлер, что ли? Вы чё, охренели? Sam Barlow and actor-producer Logan Marshall Green. Welcome, gentlemen. Thank you. Yeah. Now, if Серьезно? you haven't played her story, you totally should. It's fantastic. Взяли просто и... Что если интернет? Не мой интернет. Просто скипнули концовку трейлера, потому что он не Не дайте врагу пройти. Я ничего не понял про Террарию, короче. Но я так понял, что там навалит контента, и надо будет снова пройти. Можно будет даже скипнуть. Противник обнаружил заряд. Все к обороне. Time to take a look at some of the gameplay mechanics and see telling lies in action. Судят не по словам, а по делам. Я бы с Брайаном попрошу. Осталось 10 секунд. Еще 5 секунд. Блин, все, это все было про Террарию. Блин, даже половины не сказали. Ну серьезно. Что за посос? Ну, господи, как это бесит. Дурацкое PC Gaming Show. Нахер вы вообще... Невозможно. Взрывчатку нашли. Нейтрализуйте угрозу. Очень интересно. Я перезаряжаю! Нет, Террария будет новый апдейт не на свитче, опять только на телеке. А уже выложили его? После концы посмотрим обязательно. Да можем прямо сейчас его посмотреть, потому что вот эту нудятину смотреть вообще не
Если есть уже трейлер Тераги и вот этого всего нового на ютубе, я бы посмотрел. Покиньте эту точку, иначе враг обнаружит вас. Вас обнаружили. Если вас вычислят, вы в поле зрения врага. Блин, я не понимаю таких игр, короче, это вообще не мое, типа, я считаю, что это полное фуфло. Играть в игры с реалистичным вот этим видео или типа того. Да, вот именно вот симулятор чат роли. Ну что, пацаны, найдите трейлер Тераги, может он выложен уже? Давайте посмотрим нормально. Живых только противник. Задание выполнено. Противник устранен. Scrubbing around in these clips, paying close attention, and you're going to be picking up on subtext as Блин, он не сильно длиннее. and with that information, you're going to use that to Я find не люблю квесты с реальными людьми. Спасибо за ссылку. Нормально посмотрим. По-моему, раньше вот такой фигни не было, нет? В Террарии. Вот что вот это вот зеленая красная фигня. Можно выбирать... А, раньше разве можно было выбирать? Блин, почему не сделают extra large? 40 секунд скипнули, господи. Вот уроды. Какие-то вот новые сундуки, лоу. Причем всякие вот картины. Ну, короче, походу какие-то... По-моему, в пустыне раньше не было таких сундуков, но я, конечно, могу ошибаться. Мини-биомы. Вот это вот балдежная штука какая-то вообще. Чего вот это такое? И вот это вот. Вау, какой-то. Блин, бестиарий супер круто. Господи, я обожаю бестиарий в играх. А, гольф. Босс похожий на череп. Мастер-мод. Что за мастер-мод? Ой, там это было. О, воздушных змей можно будет запускать. Балдежно. 2019, блин, опять без даты. Как они задолбали. Так, в смысле, хп для боссов же было всегда. Алло, разве нет? ХП у боссов было всегда. А, как хардкор в Диабло. Блин, ну ладно, не знаю, супер круто, если выйдет прямо в этом году, я бы с гидом, с Бро или с кем-нибудь перепрошел бы. С удовольствием. Да чё у них виснет-то все постоянно? Серьезно? А, именно бара не было? О, ну балдежно, я Террарию люблю. Террарию супер крутая. Я готов в нее играть просто часами. Ну, я, кстати, с Гитманом ни разу не играл в Террарию. What are we about to see? We're going to take a look at an amazing trailer that our team has put together. A lot of our players have been waiting a year for a look at. А, над боссом, ну вот, да, над боссами были хп-бары. Ну клево, клево, клево. Вахфрейм, вау! Ничего себе. То, чего мы так ждали, пацаны. Я тоже, кстати, слышал, что Warframe неплохая, но мне так в нее лень на свитче играть, серьезно. Причем там вроде говорят, что даже на свитче вроде как порт неплохой. Ну, она бесплатная, да.
какой-то, видимо, новый персонаж, типа того. Rebecca, it must be so exciting to know that the fans have finally seen it, and you're clearly going all in on the epic space combat. So tell me about the new stuff the players are going to be able to. Ну вот игра унылая, поэтому я не хочу Started играть. talking and now I am because it's real because, you know, Empyrean is what we're calling codename Railjack. It's basically taking the space ninja part of Warframe, sending it back up to space, bringing players that squad gameplay they know, taking the enemies like the Corpus and the Grineer, giving them their own Railjack to essentially explore the solar system with and take down rough guys. And when are fans going to get to see more? Well, TennoCon is in London, Ontario. It's July 6th, and you can come watch it online on Twitch. We're going to be showing a lot more in our huge for what Empyrean is going to be. Фармил месяцами персонажа, теперь его раздают бесплатно. Блин, балдежно. I cannot say that on live television, but you know, there are ways. But yeah, you just have to link your Warframe account to your Twitch account. If you watch 30 minutes of our Tenno live show, you can get it. But hopefully, you stay for the full hour because we got lots. Well, thank you so much, Rebecca, and good luck with TennoCon. Thank you very much. Thank you very much. Yep. Okay, now we've seen some amazing stuff today. Nothing quite so gloriously strange as our next game. Developed by Brooklyn-based studio Feral Cat Den, it's an existential space jazz odyssey set during the Big Bang. Yeah, it's actually a